Всем привет! Сегодня у меня на обзоре очень интересный смартфон от компании Doogee, а именно X97 Pro. Это достаточно интересный, а самое главное, доступный гаджет на 2022 год. Но есть свои нюансы, есть свои плюсы и есть многочисленные фишки, о которых вы должны знать прежде, чем покупать данный смартфон. Использую я его уже практически 1,5 месяца. Знаю плюсы, минусы и так далее. Это будет мой опыт использования. Давайте приступим. С вами канал Первый Обзор. Поехали! Первое, что хочется отметить, данный смартфон сейчас стоит, примерно плюс-минус 110 евро на разных сайтах от 110 до 150 евро. Это достаточно неплохой вариант, если вы надумали себе купить бюджетный смартфон, но чтобы он вам предоставил достаточно хорошие технические характеристики. Первое, что хочется отметить, это, конечно же, внешний вид. Задняя крышка у нас выполнена очень и очень достойно. Сзади нас встречает логотип компании Doogee, а также такой кружочек, в котором есть две основные камеры. Также у нас есть вспышка, и вот эта вот поверхность, можно сказать, пластиковая, она у нас имеет эффект рифлености а-ля Mate 20, но тут пластик. Там мы получили стекло, тут пластик. Справа мы видим кнопку включения-выключения смартфона, а также две кнопки регулировки громкости. Снизу у нас есть Type-C. Да, тут стоит Type-C, то есть любой стороной подключаем и используем зарядку. Почему? Потому что 2022 год. Также мы видим отверстие под основной динамик и отверстие для микрофона. Слева мы видим лоток. Да, самое главное, что у нас лоток тут, можно сказать, не совмещенный. Мы можем поставить сюда полноценные две сим-карты и карту памяти, что, на мой взгляд, является большим плюсом. Мало вам 64 гигабайта встроенной памяти, пожалуйста, ставим еще одну карту памяти. Вверху мы видим, да, разъем 3,5 мм, что в наше время, в 2022 год, очень большая редкость. Спереди нас встречает экран. Самое главное, что бросается многочисленным покупателям в глаза, это, конечно же, отступы. Смартфон получил достаточно большой экран, а если быть точнее, на 6 дюймов. Технология его IPS. Разрешение 720 на 1440 пикселей. Число пикселей найдем 271. Частота обновления экрана 60 Гц. Конечно же, тут есть автоматический поворот экрана, то есть встроенный акселерометр. По поводу экрана хочу сказать одно. Многочисленным моим друзьям он понравился. Да, даже с этими отступами сверху и снизу. Он сочный, яркий, как вы знаете, IPS-экран не приукрашивает цвета. Это является большим плюсом IPS-экрана, но также и минусом. Почему? Потому что у нас черные участки экрана подсвечиваются. 60 Гц. Ощущается ли это? Да, чуть-чуть ощущается. То есть, действительно, если бы в данном смартфоне стояло, хотя бы 90 Гц, то не так бы бросалось в глаза. Скажу сразу, урезание от компании Doogee в данном смартфоне, это, конечно же, экран. Все остальное в данном смартфоне является большим плюсом. По поводу процессора. Процессор у нас выступает от компании MediaTek, а именно Helio G25. Он у нас 8-ядерный видеопроцессор PowerVR GE8320. У меня в данной версии 4 гигабайта оперативной памяти и 64 своей. И все это великолепие в AnTuTu, набирает плюс-минус 100 тысяч баллов. Даже 110, скажем так. Хороший ли это результат? Учитывая стоимость данного смартфона, конечно же, да. Вообще, чтобы вы знали, вот этот процессор MediaTek Helio G25 считается а-ля игровым. Я играю только в самые производительные игры на 2022 год. Одни из самых производительных, потому что мне в комментариях опять напишут, что это не самые производительные. Это World of Tanks и PUBG Mobile.
По поводу World of Tanks. Играть можно достаточно неплохо. То есть действительно телефон вытягивает данную игру и вытягивает, ну скажем, прямо неплохо. Также очень важный нюанс, что процессор не нагревается. То есть, как вы знаете, процессор от компании MediaTek не перегревает ваш смартфон. То есть нагрева никакого вы не ощущаете. Это плюс, конечно же, это плюс. В повседневной жизни телефон себя показывает только с наилучшей стороны. Никаких лагов, подлагиваний, ничего тут нет. Да, конечно же, хотелось бы чуть-чуть помощнее процессор, чуть-чуть помощнее видеоускоритель, но как есть, то есть за 110 евро мы получаем достаточно хороший процессор, скажем прямо. Если бы стоял чуть-чуть помощнее процессор, цена бы уже была намного больше. Также хочу заметить, что в данном смартфоне нету никаких сканеров отпечатков пальцев. То есть не в кнопке. Сначала я, когда купил данный смартфон, я подумал, ну такая большая кнопка, может там сканер. Нет. Может сзади. Нет. То есть только разблокировка по лицу. В солнечную погоду разблокировка происходит на ура. Отлично. Достаточно чуть-чуть стемнеть, в помещение зашли вы, но уже какие-то мини-лаги появляются. Также хочу заметить, что карточка памяти сюда ставится на 256 гигабайт до. Плюс, то есть памяти вам, конечно же, хватит. Тем более тут простая карточка microSD. По поводу размера 162 на 76 на 9,7 мм, вес 190 грамм. Ощущается ли телефон толстым? Нет, то есть выглядит телефон не толстым, ощущается телефон не толстым. На мой взгляд, выглядит он, ну, просто восхитительно. По поводу аккумуляторной батареи. Тут установлена аккумуляторная батарея на целых 4200 мАч. В комплекте у нас есть блочок на 2 ампера 10 Вт. Это быстрая зарядка. Показатели такие: время разговора 48 часов, время ожидания 480 часов, время работы в режиме прослушивания музыки 21 час. Хороший ли это результат? Да, в моем использовании данный телефон живет, ну, примерно плюс-минус 2 суток. Это я не играю в производительные игры, то есть это мое использования. Если вы играете в производительные игры, телефон выдерживает сутки спокойно, на ура. То есть действительно процессор не прожорливый. Вы должны это понимать. И также экран у нас не жрет батарею. То есть действительно тут все сбалансировано. Действительно данный смартфон может показать себя только с наилучшей стороны. Также хочу заметить, что тут есть многочисленные фишки, а именно Bluetooth стандарта 5.0, Wi-Fi есть, NFC, да, ребята, в данном смартфоне за 110 евро есть NFC, что является большим плюсом, то есть оплачиваем покупки на ура с помощью телефона за 110 евро. Также у нас есть OTG, кто знает, тот в теме. По поводу навигации, GPS модуль есть, а GPS есть, GLONASS, а также Beidou. То есть все на высшем уровне. Что интересно, тут и есть FM радио, да, в 2022 году. Но это очень и очень интересная фишка данного смартфона, то есть FM радио. Используют многочисленные люди, сейчас даже покупают колонки, а тут, пожалуйста, в смартфоне все есть. Ну, теперь по поводу камеры. Основная камера у нас, конечно же, двойная, если вы можете заметить на видео. Количество мегапикселей основного сенсора 12, автофокусировка есть. Диафрагма у нас 1.8, встроенная вспышка есть, тип вспышки светодиодная. Делает данный смартфон фотографии достаточно неплохие, то есть в солнечную погоду все на высшем уровне. Да, в недостаточной освещенности появляются какие-то шумы, еле заметные, но все же телефон годный. Действительно, в фотографии вы можете тут получить очень и очень хорошие, смотря как использовать смартфон. То есть мне кто-то пишет, например, я делаю обзор, что вуаля, ты хвалил данный смартфон, но я сделал фотографию, она вся размытая, потому что не нужно вот так фотографировать, как бы. Это всем понятно. То есть держим смартфон прямо, двумя руками, делаем фотографию, на выходе вы получаете очень и очень годные
снимок. По поводу фронтальной камеры, она у нас тут 5-мегапиксельная. Видеосъемку умеет делать данный смартфон в Full HD, плюс максимальную видеосъемку 1920 на 1080, 30 кадров в секунду. Съемка, ну, не сказать, что топовая, то есть, конечно же, это вам не флагман, но на достаточно хорошем уровне. Кстати, видеосъемку сейчас вы можете увидеть у себя на экране. Также еще одним большим плюсом данного смартфона является Android 12 из коробки, то есть свеженькая система, все на высшем уровне, все летает, все действительно очень и очень хорошо работает. Android 12 даже нет в многочисленных флагманах 2021 года. Он имеет множество фишек, он имеет красивый внешний вид, он имеет достаточно неплохой функционал, мощный энергоэффективный процессор, хорошую аккумуляторную батарею, основную камеру хорошую, да, фронтальная камера так себе, но все же вы должны понимать, что данный смартфон бюджетный вариант и никаких сверхъестественных технических характеристик вы тут не получите. Вот такой смартфон получился у компании Doogee. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!